Теремок ТВ. Нет на свете дел важнее, чем уметь друзей ценить. Ради дружбы и улыбки будем весело шалить. Не похож на бегемота, на жирафа не похож. Он похож на динозавра, самый лучший из дракош. Ведь это Тоша, дракоша Тоша, дракоша Тоша и его друзья. Тоша, Тоша хороший, дракоша Тоша и его друзья. Суп от слова «супер». В этот день мы с Дусей стояли по стойке смирно. Родители Яши и Няши не должны знать, что мы живы. Это наша великая игрушечная тайна. Яша, какой ты молодец, уже все доел. Няша, а ты почему не ешь суп? Ну, мам, почему суп? Почему нельзя обедать вкусным? Бамбуковыми палочками или мороженым? Няша, суп это тоже вкусно. И к тому же очень полезно. Суп дает силу и бодрость. Зачем мне сила? Я же не слон. Не будем спорить. Яша, пойдем играть на улицу. Няша, приходи к нам, когда все доешь. Я же... Все равно не буду суп. Детям надо слушаться маму. Детям надо есть суп. Не вижу в этом супе ничего хорошего. Растотошная идея. Давайте рассмотрим суп поближе. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Это супное море. Всегда прилетаю сюда, когда надо подкрепить драконские силы. Ой, что это? Это риф брокколи. Он дает суперсилы. А это что? Морковные водоросли. Они кого угодно сделают супербыстрым. Это грибные медузы, луковые жемчужницы и рыбки-лаврушки. Они любят играть в картофельных гротах. Здесь и правда очень красиво. Но есть суп я все равно не буду. Не ешь. Это что еще такое? Поиск в базе. Неизвестный объект. Очень даже известный. Это макаронные монстры. Они охотятся на эти полезные искупаемые супного моря. Тревога. Не могу двигаться. Не ешь, не ешь. Дуся, держись! Я тебя освободю, то есть освобожу. Забыл, как правильно. Эй! Эй! Няша, помоги! Няша, спасайся. У тебя не хватит сил, чтобы нам помочь. Не ешь. Ну уж нет. Банды друзей не бросают. Не хватит сил. А вот сейчас и посмотрим. Суперсила! Суперскорость! Ну, держись, макаронный монстр. Суперсила! Оставь нас в покое, макаронный монстр! А то съем! Говорят, эти макаронные монстры очень вкусные. И полезные. Суп – дракошная еда. Да. В супе налита вода, а в воде сплошная польза и чуть-чуть корнеплода. Суп нам силу придает. Вот. Открывай скорее рот. Ждет нас море приключений. Пообедал и вперед. Я же говорил, что в супном море просто море всего растотошного. Я тоже хочу суперсилу и суперскорость. Но я робот и не могу есть суп. А я могу! Полетели домой! Мамочка, я сейчас!
Няша, ты уже все съела? Да! Можно мне добавки? Пожалуйста. Теперь у меня есть суперсилы для супер-игр. Идем скорее на улицу. Ой, А я всегда говорил, что суп — это от слова «супер». Большая игра. Ходи уже, Яша. В тот день Няша с Яшей боролись за победу. 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Финиш! Это нечестно. А как честно? Честно, чтобы я побеждала. Всегда при всегда. И я за. И я знаю местечко, где такое бывает. Тойротик, вперед! В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! А где это мы? А вот и наши участники! Добро пожаловать в большую игру! Чур, я играю тортиком. Нельзя! Это приз победителю! Хочу. Что надо делать? Рваться вперед, обставлять неудачников и думать только о победе! Считайте, что тортик у меня в кармане. То есть в животе. Какая самоуверенность! Хвалю! Первый ходит Няша! 6! Смотрите все! Бросок дракона! 1. Радуешься чужим неудачам? Качество настоящего победителя. Два. Кому же достанется приз? Сейчас узнаем. Конечно, мне! 2. Пропуск хода. А можно 2? Умница! Пропуск 2 ходов. Ну, я только хотел немного тортика. 3. Я же ням-ням. 4. Тортик мой! Яша! Нет, а как же приз? Как же Яша? Назад ходить нельзя. Няша пропускает ход. Яша, твой ход. Ня, ты отдаешь мне свой ход? Ага. 5. Спасибо, Яша. 4. Последний рывок к победе. Няша, помоги! Помогать соперникам не по правилам. Переход хода. Надоели мне эти ваши правила. Они недружные. Ходи, Няша. Спасибо, Тоша. 1. Не совсем по правилам, но, Няша, можешь съесть тортик как победитель. Лучше я съем его как друг. Вместе весело играть. И не только побеждать. Ведь в игре важнее смех. Дружба связывает всех.
Мы вернулись и пошли гулять. Я первая построила. Няша, ты опять? Приходите в гости. Бесконечный день рождения. Вчера у нас был праздник, день рождения Няши. Было так весело. Все меня поздравляли, дарили подарки. И я задувала свечи. Не буду играть. Буду ждать свой день рождения. И Яша. Погодите-ка, вы что же, вот так будете сидеть и ждать целый год? Играй без нас. Целый год играть одному? Это не дракошно. Тайройчик, полетели! В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Мы оказались в стране вечного дня рождения. Так, сейчас у кого-то будет праздник. У кого? У одной панды по имени Няша. А гости приедут? А здесь некому ходить в гости. У каждого свой день рождения. О! Нет, Няша, с мячиком играют в простые дни. А тебе пора принимать подарки. Опять? Не опять, а снова. Ведь это новый день рождения. Что такое день рождения, день рождения, день рождения? Это радость и веселье и сплошное наслаждение. Ты подарки открывай, свечи разом задувай. День рождения, день рождения. Что такое день рождения, день рождения, день рождения? Это радость и веселье и сплошное наслаждение. Ты подарки открывай, свечи разом задувай. День рождения, день рождения. Что такое день рождения, день рождения, день рождения? Это радость и веселье и сплошное наслаждение. Ты подарки открывай, свечи разом задувай. День рождения, день рождения. Что такое день рождения, день рождения, день рождения? Это радость и веселье и сплошное наслаждение. Ты подарки открывай, свечи разом задувай. День рождения, день рождения. Что такое день рождения, день рождения, день рождения? Это радость и веселье и сплошное наслаждение. Ты подарки открывай, свечи разом задувай. День рождения, день рождения. Не могу больше торта. И коробки открывать устала. Скучно одной веселиться. Пойду в гости к Яше. Няша, а как же день рождения? Ой, Яша, бежим, Яша! Няша, Яша, чего же вы? Это же ваш любимый день рождения! Раздраконивайте подарки! Нет, я тоже не хочу. Все равно мне их играть некогда. Хочу обычный день, простой, не праздничный. И Яша. Нет! Фу, наконец-то день рождения кончился. Да, люблю простые дни. Я тут подумала, что этот день рождения. Вот был бы каждый день Новый год. Серьезно? Ну, я знаю такое местечко. Нет, мы туда не полетим. Пусть Новый год сам к нам Но придет. Новый год зимой, а сейчас лето. Долго ждать. А мы не будем ждать. Яша, где твоя? И правильно, играть дракошнее, чем ждать. Яшин сон.
ничего не будешь, даже банан? Нет. Спокойной ночи, Яша. Повезло мне сегодня. Яша отказался от прикроватного ужина, так что мне досталась его порция. Ну вот еще один банан будет лишним. Ой, кто это? Что случилось? Доброе утро, то есть ночь. Яшенька, что случилось? Мы играем в крокодила. Сейчас так. Спит, ест, милый, но грозный. О, так это ж я! Точно-то точно! Да нет же! Яше приснилось что-то страшное. Ну что? Давайте отправимся в его сон и посмотрим. Сон очень интересно. Я не умею видеть сны. Новая информация. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Мы сейчас во сне, верно? Но при этом ходим, верно? Вернее, верного, Дуся. Поиск совпадений, спать и ходить. Мы лунатики? Да нет, просто... Ого, сколько всего! Утотожится! Нет, нет, не-не-не, Яша, чего же ты испугался? Кто это? Он нам снится, то есть не существует, но мы его видим. И он меня пугает. Поиск совпадений. Не существует, видим, пугает. Это привидение? Не похож он на привидение. Это какой-то проглотик. Надо применить драконцию, инструкцию и, дедукцию. Что нам обычно снится? Мне иногда ночью снится то, что я хотела днем, но не получила. Значит, Яша хотел его? Не-не-не. Повторим допрос свидетеля. Свидетель, напомните, как все было. Стоп, замрите. Где-то я это уже видел. Поиск совпадений. Совпадение. Утотожится! Это же ты, Яша, только очень голодный. Эврика! Извини, Дуся. Итак, Яша перед сном вообще ничего не ел и остался голодным. Вот ему и снятся еда и жуткий голод. Чтобы спать нам сладко-сладко, не нужна нам шоколадка. В общем, даже мармеладка вовсе не нужна. Мы уснули еле-еле, потому что не поели. Просто плохо мы поели накануне сна. Накануне сна. В жизни главное что? Весело поиграть, сладко поспать и соблюдать режим питания. Я сам. Дай! Хочешь бутерброд? Подожди, мама придет и сделает. Дай! Дай!
делать бутерброды? Дай. Дракоша тоже не умеет делать бутерброды. Зато знает, где все сделают за нас. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Эта расчудесная машина все умеет. Нам даже пальчиком шевелить не придется. Дорогие дети, ничего не делайте сами. Ваша няня сделает все, что вам нужно. Ой. Вот это жизнь! Ни тебе в ванну идти, ни ботинки шнуровать. Ой. Ой. А ты уверен, что твоя нянька ничего не путает? Ну, может, только самую чуточку. Дети, пора умываться. По-моему, она все делает не так. Зато самим ничего делать не надо. Дети, пора одеваться. Ну все, одеваться я не буду. Мы с Яшей уходим. Дети, скоро будем ужинать. Сейчас она нас этой гадостью накормит. А что же делать? Не понял, пумс удлинение? Или пупс уплавнение? Это же пульт управления! Пульт управления! Тайройчик, так бы сразу и сказал. Тоша, попробуй выключить эту няньку. Что? Кто? Я? А кто еще? Ай. Ну еще немножечко. Дети, ничего не делайте сами. Ваша няня сделает все, что вам нужно. У нас получилось! Попробуем обойтись без няни! Захочу-ка я всему научиться самому. Сам собою искупаюсь, сам собою причешусь, сам вещами раскидаюсь, сам потом и соберусь. Буду по утрам вставать я самостоятельно и ботинки шнуровать просто замечательно. Дорогие дети, ничего не делайте сами. Ваша няня сделает все, что вам нужно. Что, опять? Нет уж, мы теперь лучше все сами будем делать. А где же здесь такая кнопка «Сами»? Ты уверен, Тайройчик? Ну, тогда жми сам. Сделать тебе бутерброд? Сам. И я сама. И я сам. Оказывается, весело все делать самому, даже если не сразу и получается. За вечными конфетами. Дети, верните конфеты. Ой. Мама разрешила только одну конфету. А одна сразу заканчивается. Смотря какая. Бывают такие конфеты, которые никогда не заканчиваются. Вечные, бесконечные.
Я тоже. Тогда вперед! Затотожим себе сладкую жизнь. В мир волшебных пузырей отправляемся сейчас! Ой, скорей! Коричневые цветочки? Чистый шоколад! Здесь все сладкое. Облака из мороженого, деревья леденцовые. Яша, стой! Нельзя есть песок! Можно, он сахарный. Это и есть вечная конфета! Вечная конфета выдает великая вата. Чего же мы ждем? Скорее к ней! Яша! Кайройчик? Зефирная гора! Придется проложить тоннель. Это нам на один зубок! Ой, зуб заболел. Мой зубик. Ой, мой зубик. Дай пить. Речка! Тойройчик, айда купаться! Бул! Мой зубик. Сироп. Ой-ой-ой. Сиропчик класс! Освежились? В путь! Эй, ой, помогите! На меня напали листья! Ты искупался в сиропе, а сахар липкий. Все, я склеил лапы. Не видать мне вечных конфет. Не волнуйся, Тоша, мы тебя не бросим. Тащите быстрее, пока у меня рот не слипся. А то чем тогда вечную конфету есть? Обожаемо! Кто здесь? Здравствуйте, великая вата! Дайте нам вечных конфет! Пожалуйста! Ах, мои отважные герои! Вы прошли всю страну, прогрызли тоннель и дотащили слипшегося товарища. Вы заслужили вечные конфеты. Не тающий леденец, бесконечный шоколад и вечно растущий мармелад. Нету больше радости, только кушать сладости. Только кушать сладости, только кушать сладости, только кушать сладости. В юности и старости есть такие слабости. Больше кушать сладости, больше кушать сладости. Ах, конфетки, шоколадки, пастила и мармеладки в сахаре, печенье. Долгое лечение. Сладости, 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 сладости! Прекратите! Нам не нужны вечные конфеты! Ко мне вернулась радость движения рта! У меня зуб прошел. Могу жевать морковь. Сладкая. Не бойся, Яша. Морковь чуточку сладкая и очень полезная. Дай. Главное, мама разрешает есть морковь сколько угодно, потому что от нее панды хорошо растут. Страна утешилия. Утро началось с того, что кто-то очень заразительно унывал. Поиграй один, Яша. Мне что-то не хочется. Иду, уже иду. Вот.
Может, это? Нет, недостаточно информации. Не понимаю. Чего же тут непонятного? Лето кончилось, и ничего больше не радует. Ничего. Что делать? Не понимаю. Недостаточно информации. Что делать? Даже Дуся от тоски зависла. Это не Татошна. Но лучший из драконов знает, как спастись от уныния. В мир волшебных пузырей отправляемся скорей! Это страна Утишилия. Здесь всегда рады унылым и несчастным. Что-то я не вижу никого, кто бы нас утешал. Поплачь в меня. Поплачь в меня. Бедняжка, скушай пироженку. А почему меня никто не угощает? Забыли? Поплачь в меня. Бедняжка, скушай пироженку. Какой же вкусный тортик. И подушечка мягкая. О, значит, вам все нравится? Да, кажется, мы всем довольны и уже утешились. Ой, что это с ними? В Утишилии не любят довольных и счастливых, ведь тогда некого будет утешать. Я больше не хочу, чтобы меня утешали. Нет, нет, нет. Поплачь в меня. Бедняжка, скушай пироженку. Не раскисать! Дадим бой этим унылым утешалкам! А ну, разойдись! За Татошу! Поплачь в меня. Вот тебе, вот тебе. Поплачь в меня. Поплачь в меня. Бедняжка, скушай пироженку. Тоша, что же нам делать? Я понял! Они отступают, если ты можешь сам себя утешить. Для этого надо найти что-то хорошее вокруг. Скушай пироженку. Скушай Поплачь пироженку. меня. Скушай Поплачь меня. пироженку. Какой чудесный день! У нас есть все, что нужно для счастья! Друзья, хорошее настроение! Раздатошная победа! Если все вокруг тоскливо, серо, скучно, некрасиво, ты не жди, что кто-то явится за тебя со скукой справиться. Не грусти, не ной, мой друг. Лучше оглядись вокруг. Там полно всего хорошего, интересного и татошного. Информация обработана. Новые данные. Лучший способ победить уныние – съесть сладкого и лечь поспать. Спасибо! Мы и так справились! Яша, посмотри! Как на самом деле красиво! Когда дождик кончится, пойдем собирать букет из листьев, а потом будем пить чай с бамбуковым вареньем. Как сказал один поэт, унылая пора приходит и уходит, а мы грустить не будем никогда.